Привет из Беларуси. Сегодня 4 января. Я начинаю сеять остеоспермум. Вот такой вот сорт Акила Grand Canyon Mix. Семена у остеоспермум довольно большие. О, видите, как прям насыпаны в пакет. Раньше еще вкладыш был такой бумажный, а теперь просто насыпали. 100 штук. Ну, проверим, точно ли 100. Потому как не всегда бывает там 90 с копейками. Калибровочная машина иногда ошибается, конечно. Напомню, что если вы храните семена в холодильнике, то их нужно достать за сутки до посева. Прямо вот в пакете, если он у вас вот такой фольгированный, оставить в теплом месте, чтобы семена привыкли к обычной температуре воздуха. И только перед посевом открыть. Ой, ну очень крупные в этом году семена. У меня такие сделаны фалангой прям пальцы, да, делаю такие небольшие углубления. Вот, семена просто раскладываются в ячейки. Кассета у меня на 104 ячейки. А семян должно быть 100, но обычно их меньше бывает. Бывает 96, бывает 94. Вот. А бывает и больше 100 бывает. 102 штуки бывает, то есть по-разному. Вот. Сею в кассету всегда остеоспермум. Вот прошлый год я сеяла в конце декабря, теперь в начале января. Ну, это не столь важно. Остеоспермум нуждается в больших сроках до цветения, поэтому надо его как можно раньше посеять. Все разложила, и в этот раз, как в аптеке, 100 штук ровно. Вот осталось, смотрите, 4 только ячейки, на 104 ячейки кассета. Поэтому, о, какая красота. Такие все крупные лежат. Я сейчас их присыплю все и полью еще разочек. Накрою пленкой и оставлю прорастать. У меня уже есть первые всходы. Сейчас я вам покажу. Пришлось очень сильно увеличить. Иначе вы ничего не увидите просто, но всходы есть. Вот это вот бревно, это спичка, чтобы вы видели, да, какие это совсем маленькие растения. Это бегония клубневая стоп-мокка. Ну а если вот так показать, то, наверное, и незаметно. Ну, немножко где-то что-то зеленеется. Illumination сходит хуже, но тоже начинает сходить уже. Прошло у меня с 28 декабря, 7-й день сегодня. 4 сегодня января, 7-й день. И уже всходит. Для посева бегонии у меня есть вот такие плошки. Я ими уже несколько лет пользуюсь. Как видите, отверстия сделаны и в дне, и вот здесь вот тоже. Потому что бегонии надо легкий грунт, она должна дышать. Прорастает долго, долго будет сидеть в этих плошечках, они такие неглубокие. Бегонии не нужно много грунта на первых порах, поэтому вполне они подходят для посева. Грунт я насыпаю, как видите, немного. Ни в коем случае его не утаптываю. Да, то есть не ужимаем грунт, потому что бегонии нужно, чтобы почва была воздухопроницаемой. Вот для этого мы делаем дополнительное отверстие. Грунт должен быть не переувлажненным, он должен быть влажным. То есть когда вы его сжимаете в кулаке, вода не должна капать. И после того, как вы разжали кулак, грунт должен рассыпаться легко. То есть вот такая примерно степень увлажненности. Теперь мы просто делаем бороздки для того, чтобы разложить аккуратно семена. В этом году у меня вот такой вот грунт. Это российское производство. Вообще я села в разные грунты, и в двину. И лучше всего мне понравилось, как бегония растет в друпете. Это литовский грунт профессиональный. Но поскольку купить его сейчас у нас невозможно, поэтому вот что есть. Требования к грунту такие, что он не должен у вас закисать и не должен прорастать водорослями, потому как очень долго бегония всходит, во-первых. Во-вторых, долго сидит маленькая, и практически корень у нее не идет в грунт, она как бы лежит на поверхности.
И поэтому требования к грунту очень высокие. Вот учитывайте это, он должен быть рыхлым. Здесь небольшое содержание перлита, но перлит здесь очень-очень мелкий. Когда-то я пробовала, значит, составлять смеси с перлитом, но у меня перлит крупный, и это не подходит, потому что семена проваливаются сквозь грунт. А бегония должна всходить на поверхности. Тоже вот учитывайте такой момент. Грунт должен быть хорошо воздухопроницаемый, он не должен, еще раз повторю, закисать, зеленеть, ну и так далее. Потому что в этой плошке, в этом грунте бегонии довольно долго придется сидеть. Сею я обычно два сорта бегонии. Это сорт бегонии Illumination, ампельный, и обычно Non-Stop Mocha с бронзовым листом. На канале есть видео об этих сортах бегонии, можно посмотреть, кого интересует. Семена у бегонии очень мелкие, вот, ну совсем мелкие, даже мельче, чем у петунии. Можно взять для сравнения спичку, вот, посмотреть, да. Раскладываю я вот обычной спичкой, намоченной в воде. Можно раскладывать очень плотно, потому что бегония, как вы знаете, всходит не на 100%. Семена раскладываю спичкой. Можете вот посмотреть, как это все. Вот спичка, вот семена, значит, сколько, ну, где-то 4-5 миллиметров между семенами. Можно поплотнее, потому что бегония, вы знаете, всходит не 100%, тем более у меня семена уже не свежие, поэтому можно вот так плотно их и раскладывать. Они долго еще не будут мешать друг другу. Бегония у меня стоит на стеллаже, здесь температура 23-25 градусов. Про стеллаж в прошлом видео, ссылка наверху экрана или на конечной заставке к этому видео. Здесь же уже поставила остеосперм, хотя его было не обязательно ставить сразу, можно это сделать, когда покажутся первые спинки растений. В ближайших планах посеять до 7 января виолу и бегонию вечно цветущую, так что заходите на канал, присоединяйтесь. Но у меня на сегодня все, пора прощаться. До свидания, надеюсь, до скорого.